Вот, тут уже потихонечку хейтить начинают в комментариях, прикольно. Так, расскажи, пожалуйста, про водителя-предпринимателя, как устроен малый бизнес, как боретесь с большими компаниями, не пытаются ли вас задушить? Всем привет! Давно не выходил в эфир со своими роликами. Ой, потому что дела дома, дела. Те, кто знаком с профессией, понимают, что дома отдых — это так, эффект плацебо. В общем, попросили меня в комментариях озвучить тему, как работается мелким фирмам и не давит ли нас. Можно попробовать, а заодно поднять тему зарплаты, потому что наверняка ведь тоже интересно. А сейчас для этого нам надо поехать забрать машину. Как раз звонил бухгалтер, надо было рассчитать там кое-что. В общем, берем самокат, едем забирать машинку из ремонта. Меняли радиатор кондиционера. Вот. О, старая работа едет. Давайте глянем. Проехала старая работа, берем вот этот агрегат в аренду сейчас и едем забирать машинку. А ребята приехали что-то тушить. Пристройка полыхнула немножко. Одним ходом справятся. Ладно, погнали, в общем. Встал я на самокат, поехал. Должен был потратить 1,5 евро на самокат. Приехал в сервис, а телефона нету. А самокат разблокируется телефоном. Выпал из кармана телефон, и все. И началась беготня, суета. Спустя полчаса, благодаря жене, она у меня отдыхает в Центральной Эстонии сейчас, позвонил ей, она спозиционировала телефон. Нашел того, кто позвонил на номер. К счастью, трубку уже сняли. Поехал на этом же самокате в парк в один там. И мама с коляской мне отдала телефон. Очень смеялась. Говорит, нашла на улице, как раз там, где я спасателей снимал. Там она его и нашла. Но, слава богу, телефон теперь у меня. Все обошлось. Ой, не могу без приключений. Вот никак. Едем мы, в общем, на машинке с рабочим кондиционером, наконец-таки. Можно уже отправляться на ней в дальнобой. Машинка как раз к этому располагает. 7-местный венчик, экономичный, удобный. Детишки в восторге бегать по салону. Так, о чем мы хотели с вами поговорить? Хотели мы поговорить о маленьких фирмах и о получке. Будем говорить про Эстонию и Скандинавию, так как сам я живу в Эстонии, а работаю, в принципе, внутрянку делаю по Скандинавии. На Европе работал, но я уже говорил в одном из роликов, что денег там не заработать. А вот седину и кучу нервов потратить, это да, пожалуйста. Так вот, что касается маленьких фирм, знаю одно, им тяжело. Им тяжело, даже если они закреплены за какой-то логистикой, у них есть какие-то концы, даже если это кумовство, так называемого, то есть по знакомству, выбил кто-то под себя линию, у него своя голова, свой тягач, свой прицеп, предположим, тяжеловато. То есть такого, что многие думают, что все, раз своя фура, свой тягач, значит, прицеп и линия, значит, ты успешный человек. Да, у тебя есть определенные преимущества, скажем так, налогово-финансовые.
Но все это благополучно компенсируется кучей нервов и кучей лишней работы. Особенно у нас экономисты любят, ну, те, кто прямо вот полностью от и до ведут свою фирму, они сами водители, и бухгалтера и бухгалтеры, слесари и техники. Я, честно, предпочел от всего этого отказаться, потому что мне мое время дороже. И к тому же, если у тебя семья, как у меня, например, то как распределить это время? Все время твое будет там, с твоей любимой фурой, прицепом и работой. Мне такой вариант не подходит, поэтому я сделал проще. Я просто открыл фирму, которая водителей сдает в аренду. То есть я сам у себя работаю, грубо говоря. Чего тут понакопали такого? Ремонтники. Так, ладно, я уже к дому подъезжаю, дома продолжим. Проще будет. Тем более я еще на нервах, на адреналине после поисков телефона. Давайте перейдем к сути. Касательно мелких фирм. У нас вообще практикуется, скажем так, ну, как я вижу, несколько категорий фирмачей. Это крупные предприятия, у которых уже все на потоке, которые действуют уже довольно-таки давно, которые утвердились на рынке, у которых постоянная клиентура, либо хорошая присоска к крупной логистике. Вот. У меня сейчас вот заключен контракт с такой фирмой. Она с лихих 90-х работает, делает внутрянку в Скандинавии. Есть фирмы мелкие, которые, скажем так, опять же, такого семейного характера, несколько машин, свой контингент работает, мало со стороны берут, в основном только местные. И фирмы нацелены, скажем так, на стабильность, то есть там нету гонок за прибылью, у них уже все размерено, все равномерно, они не прыгают выше головы, спокойно могут обеспечить автопарк новой техникой. И не пытаются там, скажем, просто заставить водителя там ремонтировать старый хлам, потому что он уже тупо не едет, но прибыль приносит. В общем, очень такой неплохой оптимальный вариант в наших маленьких реалиях, в реалиях Эстонии. Ну и частники. Частники делятся на арендных, таких как я, и тех, у кого просто есть одна, максимум две своих головы, или даже своя голова и прицеп есть. И вот они работают. У них есть какие-то линейные рейсы. Может быть, по кумовству, скажем так, они взяли себе работу, заказы, линию какую-то конкретную. А арендники, такие как я, мы простые ребята. То есть есть фирма, вот у меня есть фирма, и я сам, скажем так, сам у себя работаю водителем, при этом могу нанять на работу других водителей и сдавать их в аренду. Здесь вопрос только в том, на какую цену мы договоримся, так как вся налоговая нагрузка, все вычеты, зарплата, расчеты, больничные и прочее, все ложится на меня. По зарплатам конкретных цифр вы не услышите, потому что нет смысла, реально. У каждого свои траты, у каждого свои договоры. Я уверен, что многие из тех, кто меня смотрит, имеют такую проблему, да, именно проблему, я считаю, как внесенные уже в расчет вычеты, перерасходы топлива, какое-либо безосновательное вычитание за технические повреждения без составления актов. Ну, ребят, вы там сами видео на YouTube снимаете, и вот, надо просто кликнуть на YouTube, посмотреть, и вы сами все рассказываете. Вот, я считаю, это проблема, это неправильно, поэтому да, там можно по бумаге получать даже окладом 2-2,5 тысячи евро. Но сколько останется в итоге, это очень такой вопрос, который вызовет просто кучу ненужных споров. Я озвучу зарплату в Эстонии официальную. Для водителей минимальная заработная плата на сегодняшний день составляет
950 евро в месяц. Ничего хорошего. У меня ситуация какая? Я обременен всеми налогами как фирма, налогообязанная фирма. Я же отвечаю за зарплату, выплачиваю зарплату. И тут уже зависит от того, как договоришься с партнером, на какую сумму, и от этого уже можно будет рассчитывать зарплату работнику. Вообще, конечно, в идеале лучше делать наоборот, договариваться о зарплате, и тогда уже пытаться торговаться или смотреть, кто сможет по счету выплатить такую сумму, а кто не готов такую сумму платить. Потому что, например, если я беру водителей на работу, то моя политика не зарабатывать на них деньги, а пристроить их на хорошую, стабильную работу, где они будут работать по закону, по всем нынешним действующим правилам, и при этом получать достойные деньги, скажем так. То есть не конверт, карман там и прочая фигня, а нормально, стабильно. Ну, для этого и работать надо, соответственно, нормально, стабильно и не отлынивать. Сейчас я покажу некоторые выписки, чтобы не быть голословным. Какое в этом суть и удобство? Удобство в том, что крупные компании, им меньше бухгалтерии, меньше мороки, не надо рассчитывать никаких отпускных, нюансов, там, ломать голову над тем, что у них водитель обременен семьей, грубо говоря, или еще что-то. Это все ложится на меня. Это непросто, поэтому в свое время я решил, что не буду, особенно на сегодняшний день, пытаться, хотя и можно было бы, но не буду приобретать никаких себе там тягачей, прицепов. Нет. Дети, семья, жена, да и не старый я еще, надо как-то не выпадать из социума. Поэтому я решил, что пока вот такой способ, он оптимальный. Есть стабильность, есть доход, есть возможность расти, есть куда двигаться. Соответственно, это тоже немаловажно. Есть еще один плюс, но озвучить я его никак не могу, потому что он сугубо индивидуален, и те, кто работают, поймут, что не все я могу просто вот взять и раскрыть вам на камеру. Но есть плюс, который вот прямо-таки стал критичным для меня, почему я решил открыть фирму, сделать ее сразу же налогообязанной, и таким образом работать, сдаваться в аренду, скажем так. По сути, это никак не влияет на работу в дальнобое. То есть ты также крутишь баранку, выполняешь все те же функции. Немножко меняется уровень общения с логистикой и с непосредственным, скажем так, руководством фирмы, где ты подписал контракт. А в остальном все то же самое. Рамки, размеры ответственности тоже немножечко отличаются. Поэтому надо, чтобы водители не только говорили, что они супер опытные, и опыта у них там выше крыши, но еще доказывали это делами, а не разбитыми и брошенными машинами, как, к сожалению, случалось. И вот у меня есть папка. Здесь вся бухгалтерия за 3 года, бумажная. Вот, упрятано. И есть компьютер. И папка хранения у бухгалтера, где тоже все зафиксировано. Все сделано. То есть дома мой рабочий инструмент — это компьютер. Мне требуется где-то в среднем час в неделю для того, чтобы все собрать, подобрать, подбить, отправить бухгалтеру. И дальше это уже, грубо говоря, не моя забота. Остальное время семья, отдых, хобби. Вот там вот хобби стоит. Я позже расскажу, что это, для чего это. И по звонку, скажем так, в течение 3 дней получить какую-либо машину. За собой я никакую машину не закрепляю. Работаю, скажем так, на чем придется. Есть тоже, опять же, свои плюсы и минусы, но это уже отдельная тема. Март месяц поступило 8 предложений. То есть 8 вариантов, куда можно распределить водителей или самому сдаться в аренду. То есть это востребовано. Да и просто водитель, просто на работу, он всегда будет востребован. Роботы нас пока не победят. Ну и, соответственно, при таком раскладе есть время снимать для вас ролики.
Возможно, в будущем это тоже будет приносить какой-то доход. Мое видение такое, что рано или поздно из-за руля надо слезать. Всем удачи. Держите баранку крепче. Я скоро опять на работу. Лето. Норвегия, Швеция порадует нас хорошей погодой, я надеюсь. Вот. А мне тут надо немножечко разгрести чеки, подбить бухгалтерию. Да подготовиться к соревнованиям. Завтра соревнования. Пока.